от пациента. Головные боли сейчас участились, даже ночью. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 32 лет. Дата исследования 17 сентября 2024 года. Область исследования – головной мозг. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны, не расширены, размером по 7 мм. Третий желудочек 2 мм, четвертый желудочек мозга интактен. Индекс Эванса 0,27. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла изменена. По верхнему контуру гипофиз содержит кистозное включение однородной структуры размером 13 на 13 на 18 мм. Хиазма зрительных нервов несколько смещена вверх. Мостомозжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричный, однородной структуры. Цереброспинальный переход без особенностей. Участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Данных за наличие ОНМК и объемных образований головного мозга не получено. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования. В правой гайморовой пазухе киста размером 16 на 16 на 30 мм, с обеих сторон гайморовой пазухи минимально отечны. Заключение. МР-картина кисты гипофиза, кисты правой гайморовой пазухи. Рекомендована консультация нейрохирурга, лор-врача. 28 сентября 2024 года, МН, доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В гипофизе крупная киста, которая мешает току ликвора, смещает хиазму зрительных нервов и требует консультации нейрохирурга, который все и расскажет. Вопрос пациента. По заключению МРТ, скажите, можно уточнить у врача, нужна ли операция в этом случае, и можно получить направление. Ответ К. М.Н. Котова М. Этот момент насчет операции лучше уточнить у нейрохирурга.